Доброго времени суток. Это новое видео в серии уроков по C++, и оно будет посвящено теме namespace, или еще, как их называют, области видимости. И стоит начать с того, чтобы дать некоторое описание того, что же это такое. Что такое область видимости? По сути, вы можете воспринимать ее как некоторое пространство, ограниченное вот такими фигурными скобочками, и в котором мы можем объявить, например, переменные. Ну, также мы можем объявлять еще и функции, всякие другие интересные штуки, о которых мы поговорим дальше по курсу. Но пока что можете для простоты, так как мы разбирали только переменные, представлять область видимости как некоторое такое ограниченное фигурными скобочками пространство, такой блок, в котором можно хранить переменные. И если говорить про то, например, локальное пространство, с которым мы уже работали, в принципе, да, в предыдущих уроках, можно обратиться к функции main. Функция main — это главная точка входа в программу, с которой, собственно, и начинается выполнение программы. И, как вы видите, у нее есть своя область видимости локальная, как я уже сказал, ограниченная фигурными скобками. И, как вы помните, мы всегда писали весь код именно в рамках этих двух скобочек. Так вот, у нас есть возможность, как у пользователей, у программистов, объявить свое собственное локальное пространство, и сделать мы это можем, например, прямо в функции main. То есть, как только мы ставим буквально две такие скобочки, по сути, мы уже задали некоторое локальное пространство, некоторый локальный namespace. И в чем же разница, да, например, как мы обычно делали? Мы писали в main, объявляли некоторую переменную, присваивали ей значение, а затем, например, просто выводили ее в консоль, обращаясь к ее значению с помощью указания ее идентификатора, имени. И тут вроде, все понятно, да, знакомая для нас ситуация. Но если мы уже работаем с локальной областью видимости, которую объявили, да, с 9 по 11 строку, и попытаемся сделать то же самое, объявить такую же переменную в рамках этой локальной области видимости, и компилятор не будет нас ругать, потому что он воспринимает переменную с одинаковым идентификатором как уникальную для каждой области видимости. То есть область видимости main для него это одна переменная, а область видимости, которую мы объявили с 9 по 11 строку, это уже другая переменная. И поэтому мы можем объявить также переменную и тоже попытаться вывести ее в консоль, посмотреть, какое у нее там будет значение. Нажимаем Ctrl F5, видим, что в консоли мы получили значение 200 и 100, что говорит о том, что сначала мы выводим значение именно вот этой локальной переменной, а затем выводим значение вот этой локальной переменной. Как видите, даже IDE нам подсказывает, подсвечивает имена, что это имя относится именно к этой локальной переменной, к этой области видимости функции main. Так вот, но есть еще какая тонкость. Еще стоит сказать, что почему вообще так происходит. Происходит это потому, что переменная, объявленная в рамках какой-то конкретной локальной области видимости, имеет время жизни именно в рамках нее. То есть, как только переменная выходит за рамки области видимости, все, она удаляется. Вы больше не сможете к ней обратиться по ее имени. И есть еще такой нюанс, что если вы попытаетесь использовать необъявленную переменную по имени, которое было объявлено в более высокой области видимости, знаете, если воспринимать области видимости как некоторые матрешки, которые друг в друга вложены, да, то есть область видимости функции main — это такая внешняя матрешка, а область видимости вот эта, которую мы объявили, да, это внутренняя матрешка, которая в ней находится. И вот если мы пытаемся обратиться по имени переменной, которая объявлена выше, во внешней матрешке, то мы, по сути, будем влиять именно на эту переменную. Опять же, нам IDE наша подсказывает, что это именно так. И сейчас мы убедимся в этом, потому что измененное внутри вот этой локальной области видимости значение value, объявленное здесь, оно выведется, что тут 200, да, что здесь 200. То есть это будет явным подтверждением того, что мы повлияли именно на вот эту переменную.
Да, как видите, то есть 200-200, все именно так и получилось. Так, это что касается локальной области видимости. Но есть еще также понятие глобальной области видимости. Глобальная область видимости – это, по сути, вся остальная область видимости вне любой функции, в частности мейна или каких-то вложенных локальных областей видимости, как мы здесь это делали. То есть мы способны объявить переменную прямо вот здесь. Написать, например, также пускай она будет называться value и иметь значение, скажем, 50. Ну нет, 50. Вот. И в этом случае наша переменная находится в глобальной области видимости. Но мы не получаем никакого конфликта имен, компилятор на нас не ругается, именно потому что она находится в другой области видимости. Здесь локальная переменная, здесь мы к ней обращаемся в другой области видимости, но влияем также на нее. Но эта переменная относится к глобальной области видимости. Но вы спросите, а как же нам обратиться к этой глобальной переменной в ее глобальной области видимости? А очень просто. Обратиться к ней можно вот этим самым, с помощью вот этого оператора доступа к области видимости двух двоеточий. Только делается это уже без специального указания специального имени, а мы просто, ну, можно это сразу продемонстрировать, мы просто пишем два двоеточия, оставляем имя как бы пустое, не указываем его, и пишем имя переменной. И в этом случае мы уже обращаемся не к вот этим локальным, ну, не к вот этой локальной переменной, да, а именно к переменной, которая объявлена в глобальной области видимости. Опять же, IDE нам об этом подсказывает. Нажимаем Ctrl+F5, чтобы скомпилировать программу, и получаем ожидаемый результат, значение 50 в этом выводе в консоль, что говорит о том, что мы получили значение именно этой переменной. Что ж, это что касается базовых понятий локальной и глобальной областей видимости, но у пользователя, у программиста, то есть у нас, да, есть возможность объявить свою пользовательскую именованную область видимости с помощью специального ключевого слова namespace. Ну, собственно, так и переводится. Пространство, ну, нет, не так, пространство имен переводится. Namespace, допустим, назовем our namespace, очень оригинальное максимальное название, естественно, выберем. И также поставим две фигурные скобочки, и в рамках них мы уже можем объявить любой набор переменных, который нам только заблагорассудится. Например, мы объявим одну переменную int var1, присвоим ей значение там 25, потом объявим переменную типа double, типа с плавающей точкой, пускай она называется, ну, скажем, float. Хотя плохо, так лучше, конечно. Давайте поставим f, ну, даже d префикс, и назовем var2. И сделаем ее, естественно, с плавающей точкой. Ну и можно bool, например, тоже объявить. Назвать его flag, присвоить ему значение true. Ну и пускай еще HR тоже будет. Назовем его, можно sh, вот так сокращенно. И пускай там будет любой какой-нибудь символ, например, символ x. Вот, собственно, мы объявили нашу именованное наше пространство имен, которое назвали our namespace с помощью ключевого слова namespace, да, и объявили в рамках этого namespace пространства имен 4 различных переменные. Но теперь, чтобы получить доступ, да, именно к этим переменным, мы же не можем в нашей вот другой локальной области видимости взять и просто написать, допустим, var1. Компилятор нас не поймет, он скажет, не знаю такое имя. Так вот, чтобы получить доступ к именованной области видимости пользовательской, нужно написать, как мы это уже делали, кстати, в std, да, cout, и сейчас вы, я думаю, уже догадываетесь, что, чем именно, да, была эта команда, то есть это доступ к области видимости стандартной библиотеки std. Вот, нам нужно сделать то же самое в нашем случае, написать our namespace, да, все-таки написать namespace, поставить оператор, и теперь мы, как видите, уже тоже нам автокомплишн подсказывает, мы можем выбрать любую переменную, которая объявлена в рамках этой области видимости. Ну, давайте начнем, например, с char. Да, опять же, воспользуемся
std, уже с полным пониманием обратившись к пространству имен std и достав оттуда объекту стрима cout, и также перенесем строку, очистим буфер, вот, ну ладно, про буфер попозже будет. Вот, но пока, опять же, можете воспринимать это как просто перенос каретки на другую строку. Каретка, напоминаю, это вот эта мигающая штука. Кстати, в прошлом примере, когда я говорил про нее, она была как раз-таки в виде кубика, и я говорил, что она бывает и в виде такой, столбика. Это кому как нравится. Мне вот, например, кубик больше нравится, но это уже на ваше усмотрение. Так вот, проверяем, собственно, значение переменной, к которой мы обратились в рамках нашего пространства имен, и убеждаемся, что все именно так и работает. Как видите, первый вывод в консоль, а мы его сделали именно первым, это char x. То есть все правильно, мы получили доступ к нашему именованному пространству имен. Но с пространствами имен есть еще одна интересная фишка. Вы можете упростить, так сказать, доступ к любым именам, которые находятся в рамках этого пространства, написав следующую вещь. Так, с помощью специального ключевого слова using вы можете подключить все имена, то есть абсолютно все пространство имен, то есть написав using namespace и указав имя конкретного namespace. Вот. А теперь для того, чтобы получить доступ к любому имени, объявленному в рамках этого namespace, нам совершенно не обязательно писать имя нашего namespace и, собственно, как и оператор доступа к области видимости. Мы можем просто удалить и убедиться в этом. То есть мы теперь свободно получаем доступ к любой переменной. Давайте еще какую-нибудь достанем, например, булевую переменную. Да, кстати, булевая переменная, я об этом не говорил в уроке про переменные, насколько я помню, сейчас скажу, что true и false это по сути эквивалент единицы и нуля. Может, я и говорил, но не суть, повторение мать учения. Так вот, если значение true у нас имеется, соответственно, оно будет эквивалентно единичке, и поэтому в выводе в консоль мы получим именно единицу. Нажимаем компиляцию и убеждаемся, что первый вывод в консоли у нас, который находится на 18 строке, это символ x, второй вывод в консоль на 19 это единица, то есть значение boolean истина, true. Ну, можно еще, чтобы прям убедиться, можно вывести и var1, в принципе, можно вывести и вот эту переменную с плавающей точкой, почему бы нет. Запускаем, смотрим, как видите, все четко. То есть у нас первая переменная ch, которая чарового типа имеет значение x, вторая переменная булевая, которая автоматически в консоли выводится как равная единице, и, соответственно, var1 интовая, целочисленное значение 25, и с плавающей точкой double это 15,5. То есть все именно как мы и ожидали. Вот, я думаю, что раз уж речь зашла про пользовательские именованные namespace, стоит сказать и о том, что они бывают вложенные. Что это означает? Не что иное, как то, что мы можем внутри одного объявленного namespace, ну в нашем случае мы, например, объявляли namespace с идентификатором с именем our namespace, да? Мы можем то же самое сделать уже прямо внутри него. То есть также, воспользовавшись ключевым словом namespace, объявить новый namespace. Ну давайте так его называем new namespace. И в этом случае мы получаем пример вложенных namespace'ов. То есть теперь, ну давайте опять же для примера объявим некоторую переменную value с любым значением, раз, два, три. И теперь, понятное дело, чтобы получить доступ именно к переменной, которая объявлена внутри этого namespace вложенного, мы должны указать оба namespace. То есть, если мы захотим вывести эту переменную в консоль, нам нужно будет сначала написать our namespace, поставить оператор доступа к области видимости, написать new namespace, и вот теперь еще раз поставить оператор, и теперь мы получим доступ к нашей переменной внутри именно вложенного namespace.
Запускаем, компилируем, запускаем программу, убеждаемся в том, что здесь мы получим, ну, 5-й, да, по счету вывод в консоль. 1, 2, 3, 4, 5, вот он, 123. То есть мы получили доступ к этой переменной. Но, наверное, у вас возникает наверняка логичный вопрос, да? Не очень, мягко говоря, удобно писать вот такие длиннющие вложенные имена namespace'ов, и хотелось бы как-то эту процедуру упростить. Что мы можем сделать? А очень просто. Мы можем воспользоваться так называемыми алиасами для namespace'ов. Для этого мы уже не пишем слово using, мы пишем просто сразу namespace и даем наше произвольное название. Например, назовем его NS, да, namespace. Ставим оператор присваивания и пишем всю вот эту длинную цепочку вложенных namespace'ов. То есть вы понимаете, да, наверняка, что их там может быть сколько угодно. То есть в нашем случае всего лишь один вложенный namespace, но их может быть сколько вам захочется. И теперь, так как мы объявили вот такой алиас NS, мы можем вместо указания длиннющего списка, там условно, да, namespace'ов просто указывать NS. И все, мы получаем то же самое. Также запустим для проверки консоль и убедимся, что мы получаем ровно то же самое значение, то есть все корректно. Это, в принципе, базовая информация по namespace. Я думаю, вам этого пока будет достаточно. Я дозаписываю, на самом деле, этот урок, так сказать, экстренно, поняв, что если я дам материал сначала про логические условные операторы условного ветвления if, то вам немножко будет недоставать этой информации и может возникнуть некоторое недопонимание, поэтому даю его именно вот в этот момент. Надеюсь, что все здесь, в принципе, понятно, достаточно пока что тривиальная информация. Мы еще будем возвращаться к namespace'ам, есть, конечно, некоторые нюансы, особенно когда речь заходит о том, когда мы начинаем создавать дополнительные файлы, но это все будет позже. Пока что для базового, так сказать, обучения и базовых конструкций, которые последуют в следующих уроках, этого будет достаточно. Все, спасибо за просмотр. Давайте до скорого, до следующего урока.